Привет, друзья! Меня зовут Алексей Иншаков. В этом обзоре мы послушаем и поговорим о такой интересной гитаре, как Dreadnought от фирмы Yamaha, модель FGTA из серии Transacoustic. Верхняя дека инструмента сделана из массива ели. Обечайка и задняя дека — красное дерево, гриф — ната, накладка на гриф — палисандр, и здесь всего 20 ладов. На гитаре установлен пьезодатчик под косточкой, и также здесь темброблок, ручка громкости, эффект хоруса и реверба, но о них чуть попозже поговорим. Эта гитара не самая бюджетная, и, на мой взгляд, это слышно в звуке. Часто у бюджетных гитар проваливаются басы, такие хлипкие. Здесь вот они более или менее мощные, и в целом эта гитара вполне звучит как Dreadnought. То есть вот есть такая рычащая середина, мощный собранный бас. Вот то самое, что обычно ожидается от дредноутов, такой мощный большой звук. Я думаю, отчасти в этом, конечно, это благодаря массивной деке, и также, как утверждает производитель, там установлены скалопированные пружины. То есть, говоря проще, это вот эти рейки, которые поддерживают деку изнутри, и скалопированы, то есть они утонченные, и они, видимо, не так плотно держат деку, и дека за счет этого лучше резонирует, и, возможно, это требует не такой сильной атаки, и также, конечно, это создает больший объем, и такой, гитара легче раскрывается, так скажем. Теперь давайте поговорим о том, что же эту гитару делает трансакустикой. Дело в том, что здесь установлен крайне интересный прибор внутри корпуса, который называется актуатор. Я такое встречаю впервые, и это достаточно действительно интересно. Дело в том, что этот прибор, даже не знаю, как его описать подробнее, он достаточно простой, его видно через розетку, такая железная планка, и внутри круглый сам прибор. Он принимает вибрации со струн и начинает резонировать. И это создает естественный эффект реверберации, а также, насколько я понимаю, эффект хоруса. И здесь есть две ручки, которые как раз регулируют. Заметьте, что звук сейчас снимается микрофонами, то есть это не какой-то цифровой эффект, который создается чисто темброблоком и электроникой и уже идет через провод в пульт. Этот звук слышно без подключения гитары, да? Поэтому вы сейчас слышите его через микрофоны. Итак, давайте попробуем. Вот обычный звук гитары без актуатора. И теперь я включаю актуатор и добавляю реверб. Сначала попробуем реверб Room. И холл с более длинным хвостом.
был реверб. Теперь я беру его и добавлю хорус. Сделаю сразу на полную, чтобы был лучше понятный эффект. И, конечно, можно смешать. Я знаю, в многих приборах, в некоторых ТБ-блоках, комбиках есть либо хорус, либо реверб, либо дилей. Здесь вот можно одновременно и хорус, и реверб. Попробуем. Теперь давайте послушаем, как звучит эта гитара напрямую в линию через пьезодатчик. Ну и также попробуем эффекты. Они, конечно же, тоже доступны не только в акустическом варианте, но и через подключение. Вполне приятный инструмент. И особенно, кстати, мне хотелось бы отметить дизайн, что здесь есть пигуард, возможно, вы даже его не заметили, потому что он прозрачного цвета. И мне лично всегда казалось, что пигуарды немножко портят внешний вид. Ну, конечно, не необходимо, потому что иначе просто можете поцарапать покрытие. Вот здесь вот проблема эта очень изящно решена. Пигуард есть, он защищает гитару, но он прозрачный, и гитара выглядит достаточно красиво. Ну и, конечно, изюминкой этой гитары является система трансакустик. Это вот этот эффект, про который я говорил, реверберации или хоруса. Это, во-первых, уникально, такого пока я не видел в других гитарах, и это может быть крайне полезно. Во-первых, они действительно работают хорошо и звучат приятно. Они могут быть, конечно, использованы на концерте, где вы можете добавить. Ну, реверб обычно добавляет звукорежиссер, ну, в каких-то ситуациях вы можете это добавить. В принципе, фингерстайл-гитаристы часто используют свой реверб, потому что на медленной композиции хочется больше сделать, допустим, холл, на какие-то динамичные композиции хочется сделать рум. И если вы играете сольно, без группы, то это вполне хорошая идея самостоятельно регулировать реверб. Хорус, да, также он может быть, естественно, весьма полезен. Вам не нужна педаль какая-то эффекта, вы можете сами его включать на концерте. Вот. И, конечно, вы можете использовать эти эффекты дома, просто играя без подключения, либо репетируя в маленьких помещениях, тоже, ну, может быть, опять же, дома, в акустическом составе малом, и тоже можно играть, используя эти эффекты, ну и просто удивить своих друзей, включая хорус, и раз, и вас откуда-то изнутри гитары идет этот эффект или реверберация, ну, это просто очень интересно, необычно. И также, конечно, может быть вдохновляюще, как утверждают рекламные слоганы компании Yamaha. Но это действительно может вдохновлять. Но, с одной стороны, это может отвлечь от занятия, когда человек начнет просто крутить ручки. Но, с другой стороны, это может, конечно, вдохновить на некие такие ambient-композиции, что-то такое воздушное с ревербом или с хорусом. Это может быть весьма полезно.
На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Если вам понравился этот ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи. Пока. Нет, давай, пиши заново. Секунда. Зелененькие полосочки тоже двигаются. Да, зелененькие Вау. полосочки ты видишь. Давай. Готовы? У тебя прекрасное зрение, Алексей.